Всем большой привет из Ростова-на-Дону, вы на канале Почти Тропики. И сегодня мы будем с вами укоренять наши черенки инжира. Вот мы нарезали череночки, берем такой черенок, первую почечку связать надо, что мы и делаем обычным ножом. Вот так, ой, пошел дальше. И тоненькими полосочками срезаем нашу кору по кругу. Именно вот такими полосочками. Приготовила корневин, высыпала сюда в стаканчик, чтобы было удобнее. Окунаю наш черенок. Это универсальный грунт, смесь с перлитом, ну немножечко вермикулита, ну в основном перлит. И вот так опускаю прям в землю. Прозрачная у нас емкость, и мы даже будем видеть, как здесь будут появляться корешочки. Инжир нам всем очень нравится. В этом году мы собрали, где-то, наверное, ведро 5 литров такого прекрасного фрукта. Это вот последняя ягодка, только что буквально вместе с череночками сорвали последнюю ягодку. Вот 9 ноября. Вот мы с вами сегодня засекаем время, 9 ноября. И надеюсь, где-то через месяц, может быть, полтора, может быть, к Новому году у нас уже будет здесь инжирный лесок. Да? Вот мы завершили с вами высадку наших черенков. Обильно я полила все вот так вот водичкой. Не переливать тоже не стоит. Так, просто смотрю, чтобы умеренная такая была тут влажность. Сухо не было, а вода присутствовала. Накрываю крышечкой. У меня здесь вот небольшая дырочка, такая мини-вентиляция. Очень удобно эти контейнеры. А теперь мы ставим все это обычно удобное для вас место, не обязательно на свет, чтобы там было 20-24 комнатная температура, и вы могли бы проветривать иногда и смотреть за своим контейнером, наблюдать за растениями, как оно будет дальше себя вести. Да, мы слышали, что не рекомендуют высаживать, черенковать в зиму, но мы решили проэкспериментировать. Нам очень интересно, потому что мы высаживали и черенковали калистимоны и олеандры. Посмотрим, как себя будет вести осенний черенок инжира. Так, прошло ровно 2 недели. Сегодня у нас 23 ноября. Этот ящик стоял у нас в темном месте, под столом, на теплом полу, накрытый вот таким вот образом был. То есть земля теплющая. И вот ровно 2 недели, посмотрите, какой результат. В общем, по такому же принципу я сейчас буду укоренять фатинию. В общем, вот я ее также обрежу, лишние листики уберу и тоже наполню землей ящичек. И также в тепло поставлю и засеку время. Мне кажется, это очень быстро, 2 недели, вообще я не ожидала. Мы смотрели видео у людей за месяц это примерно, но я думаю, что все дело в температуре, высокой температуре на теплом полу. Посмотрите, пожалуйста. Это, я думаю, важное замечание, что при высокой температуре идет такой хороший и быстрый процесс укоренения инжира. Результат прекрасный. Итак, сегодня 2 января, и мы с вами смотрим за нашими черенками инжира. Вот посмотрите на нашу приятную картину. Я считаю, это успех. Посмотрите, сколько замечательных у нас побегов, и они все живые. Корешочки у нас повылезли даже наружу. И смотрите, вот удобно этот прозрачный ящичек тем, что мы видим, что корневая развилась, и она
у нас, вот они корешочки, они все пошли в землю. То есть это удачный эксперимент. Эта почва у нас универсальный грунт, мягкая, с торфом. А вот еще один у нас был нами отдельно сделанный эксперимент. В простом обычном грунте нашем, котором в огороде, мы его взяли и просто тоже укоренили черенки. Посмотрите, корни какие. Мне даже кажется, что, да, Миш, что здесь даже Да, это мощнее, как-то и получше По-моему, в получилось. обычной земле лучше даже укореняется. Но не надо переливать. Да, Вот, надо, перелив не чтобы нужен. грунт был слегка влажный. Возможно, даже при посадке поливать и не надо совсем. Иначе мы заметили, во втором ящике был полит грунт, и они подгнили черенки. Да, дело в том, что когда много влажности, Он то не есть любит. если мокрая земля, то инжир начинает загнивать. Посмотрим, как призимует наше дерево, которое большое, инжир. Мы его немножечко все-таки прикрыли. Посмотрим. У нас В открытом грунте. В открытом грунте, да, он призимовал одну зиму. И вот эту зиму посмотрим, какой будет результат. Вот, посмотрите, ну замечательно. Так что высаживайте у себя, не стесняйтесь, не бойтесь. Черенкуйте и зимой, нормально он черенкуется. И вот видите, сегодня Декабре, 2 января, в за январе уже, за месяц пожалуйста. он укореняется и зимними, позднеосенними черенками. А весной уже в землю посадим и будем ждать от него через года 3, да? Да нет, он Два. очень быстро растет. Даже, возможно, в следующем году уже будет урожай. Ну, один фруктик съедим. Я имею в виду в текущем, 22-м уже будет урожай. Посмотрим, что будет. Во всяком случае, это позитивный опыт. Не бойтесь, экспериментируйте, режьте свои инжиры, берите, укореняйте. Все у вас будет так же расти, все будет получаться. До встречи на нашем канале Почти Тропики. Всего доброго. Мы вас любим. С Новым годом!